Всем привет! С вами проект Power Device, и в этом ролике я хочу рассказать вам об одном интересном дополнении, которое подойдет на телефоны Xiaomi, Redmi и Poco. Речь пойдет вот о таком интересном дополнении. Как я уже сказал, это переводчик, предназначенный именно для телефонов Xiaomi. В некоторых ситуациях это дополнение может оказаться весьма полезно. Сейчас я покажу, как его установить вам, а также рассмотрим, какие возможности оно несет. Первым делом, естественно, вам нужно скачать само дополнение. Как всегда, скачать вы его сможете в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании под этим роликом. Не забудьте туда подписаться, там я оставляю много полезного. Итак, устанавливаем Mi AI Translate. После установки данное дополнение появляется у вас в системе, но его ярлык не видно, его нужно активировать. Для этого нам один раз нужно зайти в Activity Launcher. Если что, ссылку на это приложение также оставлю в описании. Здесь зайдем в поиск, пишем Mi AI, находим наше установленное дополнение. Здесь должно быть 3 строчки. Находим ту, что без замочка. Нажимаем на нее. Также отмечу, что на некоторых моделях Xiaomi вам всего лишь нужно будет зайти в настройки и в поиске настроек также прописать Mi AI, и возможно это дополнение появится здесь. Но вся суть в том, что нам нужно попасть в его настройки, чтобы активировать ярлык. Нажимаем «Согласиться». Вверху находим Home Screen Shortcut, нажимаем Create, создать. Теперь на нашем последнем рабочем столе появляется это дополнение, мы его активировали. Что же оно может? Запускаем его. Нажимаем «Подтвердить». Как вы уже заметили, данное приложение предназначено для китайских прошивок, но на наши прошивки глобальные оно также подходит. И здесь есть рабочие хорошие функции, которые нам однозначно пригодятся. Во-первых, когда вы запускаете это дополнение, вы можете его переносить вот так, а также ходить по разным рабочим столам. И заходить, например, в любые приложения, либо настройки. Оно будет оставаться сверху. Если оно не нужно, его можно скрыть. Вот так. Итак, быстро пройдемся по всем его функциям, что оно может, и дойдем до самой главной, которая хорошо у нас работает. Первая функция AI субтитры. Я ее даже не запускаю, она у меня не работает, к сожалению. Но вообще на китайских телефонах, если вы включаете, например, какое-то видео на иностранном языке и включаете эту функцию, то она начинает переводить это видео. Вторая функция Translate Screen. Смотрите, я открываю любую картинку, например, вот эту, где есть надписи. Нажимаю Translate Screen. Естественно, происходит скрин. Чтобы убрать здесь китайский перевод, нажимаем на картинку. Что мы здесь можем использовать? Нажмем вкладку Comparison. И вот здесь разом в столбик выделяются все символы, цифры, слова и предложения с нашей картинки. Отсюда вы их можете скопировать. Не обращайте внимания, если здесь увидите китайские символы. Это переводятся слова. Также стоит отметить, если в этой функции вот здесь сверху вы посмотрите на это меню, то здесь, к сожалению, не будет перевода на другие языки, кроме китайского. Поэтому, например, озвучить текст с фото мы можем только на китайском языке. Но дальше здесь мы дойдем до той самой главной функции, которая хорошо работает на наших глобальных телефонах и где есть перевод на все языки. Далее функция Translate Camera, она похожа на предыдущую. Если в этой функции мы зайдем во вкладку Translate и сфотографируем какой-то объект, также нажимаем Comparison, все эти слова с изображения переносятся сюда. Здесь мы их можем выделять, так же как и в предыдущей функции. По сути, вот эта функция, которую мы рассматриваем именно сейчас, она работает по типу нашего Google объектива. Можно добавить изображение, например, вот такое. Символы здесь не совсем понятно написаны, но опять же нажимаем Comparison, и все эти слова появляются здесь. Мы можем с ними работать. Вот эта последняя функция, как и первая, у меня, к сожалению, не работает. Но зато на большинстве телефонов Xiaomi должна работать основная функция. Вот она, здесь. Здесь мы можем выбирать любые языки, с которых мы будем переводить. У меня стоит китайский и русский. Меняю их местами. И, например, сейчас мы будем переводить с русского на китайский. Нажимаю на микрофон. Привет, друзья! Как у вас дела сегодня? Как там у вас в Китае? Текст переводится с вашего языка. Его можно озвучить. Привет, друзья! Как у вас дела сегодня? Как там у вас? 嗨，朋友们，你们今天过得怎么样？
Таким вот образом вы можете разговаривать, например, с китайцами, либо выбрать другой язык и переводить на любой. Естественно, если китаец вам будет что-то говорить, просто переключаем язык вот так и нажимаем «Нихао». 你好， Все просто. Лично я это дополнение оставляю на своем телефоне только вот из-за этой функции, которую я только что вам показал. Считаю, что она очень удобная. Также, если вам понравился этот переводчик, который я вам только что показывал, но он у вас почему-то не работает, то поделюсь еще вот таким переводчиком, похожим. Здесь также выставляем любые языки, нажимаем «Говорить», «Hello, my friend». Через него точно так же можно общаться с каким-то иностранцем, если вдруг вам придется это делать. Данное приложение также оставлю в своем телеграм-канале, все ссылки будут в описании. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео, подписывайтесь на канал. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.